Первые десятилетия XX века в России произошли, как известно, целых 3 политических революции. Но еще больше переворотов было в сфере искусства. Причем начались они сразу же после Первой исторической революции, после восстания 1905 года. Именно в этот период громко заявил о себе русский художественный авангард. Сперва у мастеров «Голубой розы». Прежняя традиция модерна, вроде бы следует привычным путем, блуждая среди грез и видений. Но вглядимся пристальней и увидим резкий поворот. В картинах происходит, по сути, то же, что в поэзии Александра Блока, где мистическое действо, теургия, как любили говорить в ту пору, оборачивается кукольным балаганчиком. Волшебное зрелище рассыпается, словно погасший фейерверк. Живописная плоскость рождает образы буквально у нас на глазах, превращаясь в рабочую мастерскую, куда запросто можно войти. Войти с улицы, буквально из толпы. Недаром художники теперь так ценят народный примитив, лубок, расписную вывеску, даже заборные надписи и рисунки. Возвращаясь к миру простых и грубых вещей, авангардное искусство гордо утверждает независимость или, как говорили футуристы, самовитость своего языка. Однако же русское искусство отнюдь не отказывается от роли высшего судьи. Не ограничиваясь чистым созерцанием, оно по-прежнему вершит суд над жизнью. И вынесенный приговор оказывается весьма суровым. Святая Русь в ее земном облике рушится на глазах, подобно тому, как рушатся московские храмы в красочном землетрясении картин Лентулова. Тени исторического прошлого мелькают в живописи Кандинского, словно обломки, рассеянные взрывом. Но авангардное искусство действует все же скорее не как взрыватель, а как, по словам философа Сергея Булгакова, мировой сейсмограф. Оно пророчествует, подобно крылатым часам на картине Марка Шагала. Тем часам, что отмеряют последние сроки. Самым же монументальным свидетельством времени стал «Черный квадрат» Казимира Малевича. Это, по словам автора, лицо современного дня, которое не исчезнет в пыли столетий. Оно действительно не исчезло. Этот образ стал знаменитой, всемирно знаменитой русской картиной XX века. Византийская Русь дала миру Троицу Андрея Рублева. Новая же Россия — «Черный квадрат» Малевича. Ничего более несхожего, более контрастного не придумаешь. Лишь одна общая мера роднит оба произведения. Это высшая мера художественной честности.
Надменной царицей поэзии выглядит Анна Ахматова на картине Натана Альтмана. И чужому трудно догадаться о трагизме ее строк, заключенных внутри в горделивой позе. Кубистическая дробность кристаллически прохладных форм умеряется в портрете гибкой элегантностью модерна, что тоже по-своему предвещает синтезы ар-деко. Наталья Гончарова стала одной из первых, как назвали потом это поколение женщин-художниц, амазонок русского авангарда. Испытав большое влияние Гогена, она стремилась воссоздать то же ощущение природно-человеческой первозданности, но уже в мотивах славянской сельской жизни. В уборке хлеба формы ритмически обобщены, крестьянский труд уподоблен вечно возобновляющемуся ритуалу. Многие из мастеров авангарда тяготели к монументальному искусству, далеко не всегда имея возможность свою мечту осуществить. Поэтому жатва Гончаровой закономерно воспринимается как фрагмент фрески, крупный, пластически мощный и цветистый. Мотивы сельской природы, крестьянского труда, религиозной иконографии обретают у нее монументально-эпический, порой космический оттенок. Эта картина при всей своей, как любили говорить футуристы, самовитости восходит к знаменитым подсолнухам Ван Гога. Цветы солнца срисованы с натуры, скорее всего, на Южной Украине, но они буквально у нас на глазах превращаются почти в одушевленные существа, излучая теплые токи жизни. В картине на фоне лубочного деревенского пейзажа изображены фигуры двух женщин. Приземистые, с тяжелыми ступнями ног и большими руками крестьянки изображены с той наивно-трогательной симпатией, которая отличает детские рисунки, особенно когда они рисуют хорошо знакомые, привычные предметы и ситуации. Здесь мы имеем дело уже не с эстетской стилизацией, как у Кустодиева, а с попыткой через искусство народного примитива обрести среди драматизма современной действительности утерянные источники наивно-простодушного взгляда на мир. Театральная живопись, сценография часто становилась желанным руслом для монументальных поисков нового искусства. По приглашению Дягилева Гончарова оформила балет-оперу «Золотой петушок» на музыку Римского-Корсакова. Этот праздничный фейерверк красок вошел в число тех рубежных произведений, с которых начиналась ранняя слава русского авангарда на Западе.
В ранний свой период Кандинский воспроизводит излюбленные мотивы русского символизма, в том числе тему дворянских гнезд. Но его «Дамы в кринолинах» — это не просто этюд уходящей натуры. Это сказочное видение, в котором материальный мир достигает почти полной невесомости и прозрачности, напоминая пестрый мираж. Это тот рубеж, за которым начинается беспредметное искусство. Понятие «беспредметный» или «абстрактный» по отношению к подобным вещам Кандинского достаточно условны. В этой картине можно найти немало вполне узнаваемых предметов. Над всем давлеет, как в музыке Скрябина, тема великой вселенской катастрофы, но катастрофы преображения, родственного апокалипсису. Однако это апокалипсис, который осуществляется чисто художественными средствами. Видный футурист Иван Клюн любил брать за основу простейшие натурные мотивы. Основой для этой вещи послужил обычный вид из окна вагона с домами и линией электропередач. В итоге возник причудливо динамичный контррельеф, трехмерная композиция, где можно найти, впрочем, и углы домов, и провода с изоляторами. Техника всегда магически футуристов влекла. Свойственная мастерам бубнового валета тяга к материальным первоосновам мира проступает в этой вещи Кончаловского особенно энергично и остро. Живопись здесь наглядно вернулась к своим первоосновам. Главным сюжетом изображения стали сами краски и лаки с настоящими, теперь уже пожелтевшими от времени этикетками, прикрепленными к полотну в технике коллажа. Новый подход к натуре художник выражает в этом случае не в натюрморте, а в портрете, традиционной области господства психологических задач. Человек интересует его лишь как живописное явление. Такой трактовке портрета подчинена и композиция картины. Фигура человека как бы распластана на плоскости. Линии его одежды, рук, ног, черты лица образуют ритмичный декоративный узор, перекликаясь с ритмичными линиями изображенных на заднем плане сабель, висящих на ковре. Таким образом, человек воспринимается художником не как существо со своими переживаниями и настроениями, а как живописное зрелище, приносящее такую же радость глазу, как и красивый предмет. Здесь мы сталкиваемся с системой сознательных упрощений, приближения живописи к народному творчеству, к стилю вывески.
Мастера бубнового валета перенесли на русскую почву принципы искусства Сезанна. Отвергнув романтические фантазии, они стремились к прямому диалогу с натурой. Куприн избирает для своей картины простой, отнюдь не поражающий какой-то особой живописностью мотив, но придает этому подмосковному заводику впечатляющую красочную мощь. Куприн, следуя за Сезанном и в противовес своим товарищам по группировке «Бубновый валет», делает акцент на ощущении объемности формы предмета, на усилении скульптурного начала в живописи. Впечатление материальности формы художники этого направления достигли за счет максимального уплотнения красочного слоя, плотности фактуры. В то же время композиция лишалась пространства в пользу ее декоративности. Куприн возвращается к пространственному построению картины, моделируя ее светом и тенью, а форма предмета, его объемность, становится главным объектом его живописных интересов. Художник старается охватить предмет со всех сторон. Для этого он выбирает необычно высокую точку зрения, которая и позволяет это сделать. Во многом вдохновляясь образами Борисова-Мусатова, Павел Кузнецов делал свои картины еще более призрачными, превращая их в зыбкие грезы. «Голубой фонтан» — одно из самых типичных произведений круга «Голубой розы», принадлежит к числу сновидений в лазури бледно-синих и матовых тонов. На всем здесь лежит дымка несказанного, постигаемого лишь смутным предчувствием, по словам журнальной критики тех лет. Жизнь среди заволжских степей, наблюдение за бытом кочевых народов поражает художника своей изначальной и вечной простотой и мудростью. Он создает на полотне некую патриархальную идиллию, золотой век. Он придает фигурам людей и животных, формам жилищ, лаконичность и законченность иероглифа. Главное в картине – это цвет и его соотношения, которые формируют пространство холста и наполняют его каким-то радостным сиянием. Серебристо-белые полосы миража воспринимаются как космическая метафора, преображающая изображенную картину бытия в торжественное песнопение. Недаром художник дает этой серии картин название «Степная сюита». Подобно импрессионистам, многие мастера авангарда любили писать весенние сады. Картина раннего Ларионова проникнута упоенным восторгом перед цветущей природой. Мы видим здесь реальные корни его лучизма, стиля беспредметного, но возникшего как раз из подобного рода пейзажных впечатлений.
Художник изображает лежащего на полу, привалившись к разрисованной стене, лениво покуривающего солдата. В его позе нарочито подчеркнута примитивность, неумелость изображения, которая сделана в той же манере неумелого рисунка, что и солдатские картинки за его спиной. Но точность передачи характерной позы и состояние задумчивого возлежания, гармоничный колорит картины в изысканных серебристых тонах говорят о мастерской шутке, пародии художника на настенную живопись и в то же время на парадный портрет. Именно с помощью такой живописной шутки художнику удается донести до зрителя атмосферу казарменного быта с его грубым юмором и повседневной скукой. Такого рода вещи Ларионова, нарочито примитивные, грубоватые, как народный лубок или трактирная вывеска, шокировали тогдашнюю публику. Художника обвиняли в оскорблении нравов. Но подобная кабацкая Венера по-своему демократична. Она выражает язык улицы, той улицы, что, по словам Маяковского, корчится безязыкая. Это произведение является собой пример того, как новые западные живописные системы преломляются в русской живописи. В отличие от западных художников, применявших новую систему для изображения индустриальных пейзажей, он выбирает своим объектом древнемосковскую архитектуру – собор Василия Блаженного. Используя футуристический прием изображения предмета с разных точек зрения в одной плоскости, он достигает такого эффекта, при котором зритель оказывается как бы движущимся вокруг изображенного собора. Он видит его сразу с разных сторон – сверху и снизу, с востока и запада. Поверхность изображения уподобляется разбитому зеркалу, во множестве осколков которого отражается древняя архитектура. Это позволяет художнику сконцентрировать на холсте все многоцветие и многообразие форм собора. Живопись Лентулова, входившего в круг бубнового валета, тесно примыкает к футуризму. Мир представлен здесь в процессе динамических метаморфоз. Ударила церковная звонница, и знаменитая колокольня, кремлевский Иван Великий, превращается в пестрый калейдоскоп, где красочные мазки сочетаются с золотыми и серебряными наклейками из фольги. Эта картина – яркий образец того периода в творчестве Малевича, который называется заумной живописью. По аналогии с заумной, нарочито бессвязной поэзией, которую культивировали футуристы. Осколки большого города иронически собраны здесь в образе, полном сюрреального абсурда. Причем никакого авиатора здесь, собственно, нет, если не считать незримого автора, мысленно воспарившего над этим хаосом.
В геометрических абстракциях Малевича авторское воспарение достигает космических высот. Ведь и само понятие супрематизма, нового стиля, изобретенного этим мастером, образовано от латинского слова «supremus» – «высший». Прежний мир в более раннем черном квадрате наглядно прекращает свое существование, и в космосе картины, в межпланетной пустоте созидаются новые формы, свободно парящие, подобно рукотворным небесным телам. Кульминационным произведением абстрактного периода Малевича становится композиция «Черный квадрат». На холсте, края которого покрыты полосой белой краски, художник изображает большой черный квадрат. Если вспомнить утверждение живописцев предшествующего периода, что белый цвет – это сумма всех цветов, а черный – отсутствие всякого цвета, то становится понятным, почему он выбирает именно эти два цвета. Он сталкивает черное и белое как нечто и ничто, как бытие и небытие. И именно это небытие становится предметом его изображения. Черный квадрат видится как некое окно, черная дыра, ведущая в бесконечность. В бесконечной черноте квадрата скрыта какая-то тайна, вечная загадка, над которой бьется человечество.